Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Самые постыдные поступки советских женщин, которые сейчас считаются нормой». Правильная женщина в советские времена была другой, чем сейчас. Этот стандарт был очень далеким от современных женских ценностей. Сейчас стало совершенно нормальным то, чего в те времена просто стыдились. А тогда соответствующие установки озвучивало радио, телевидение, про это печатали женские журналы и газеты. Однако активнее всего эти правильные установки декларировали сидящие у каждого подъезда, всезнающие и всевидящие бабушки. Итак, какие же привычные для современных женщин вещи советским обществом осуждались и обсуждались? Мои родители, воспитанные как раз в золотое время СССР, то есть примерно в 1960-80-е, матом не ругались. Иногда отец мог позволить себе крепкое словечко в кругу друзей, но в присутствии женщин и детей никогда. Мама вообще не позволяла себе ничего крепче блина. Нецензурная лексика в СССР считалась прерогативой уголовников и бездомных, злостных пьяниц и вообще людей, опустившихся на социальное дно. Поэтому ругаться крепкими словами добропорядочным гражданам, а в особенности женщинам, запрещалось. Это считалось пределом невоспитанности. И вообще, самой большой грубостью, которую могли позволить себе советские дамы, было слово «дурак». Часто для замены нецензурных словечек придумывались эвфемизмы. Самым популярным из них, наверное, было слово «блин», которое широко используют и в наши дни. Не ругающаяся матом порядочная советская женщина должна была думать не о том, как выглядит в глазах окружающих, а о более серьезных вещах – семье и своей работе. Конечно же, все одобряли, когда дама одевалась аккуратно и опрятно, но при этом требовали, чтобы она выглядела скромно, не вызывающе. Ни в коем случае не допускались глубокие вырезы на блузках и мини-юбки. Броский макияж, серьги-кольца в ушах и туфли на высоких каблуках общество воспринимало как показатель распущенности советской женщины. Тех девушек, кто интересовался модой, в особенности западной, старался одеть красивую дорогую одежду и подражал образом кинозвезд, за их спиной называли профурсетками, а бабушки могли и плюнуть вслед. Советское общество складывалось из ячеек, то есть семей. Семейные отношения обязательно должны были быть зарегистрированы в актах гражданского состояния, то есть в ЗАГСе. Это и был гражданский брак. А все остальное называлось сожительством. Неофициальные союзы считались постыдными и для советского строя совершенно неподходящими. Мужчину с женщиной, не состоящих в официальном браке, вместе никогда не заселяли в гостиничный номер. А слово «сожительница» считалось сродни блуднице и любовнице. Личную жизнь каждого гражданина СССР скрыть было трудно. Женщин, да и мужчин, увлеченных в сожительстве с мужчинами, публично могли пристыдить на партсобрании, а то и вовсе исключить из партии, что ставило жирную точку на дальнейшей карьере виновников. Женщины даже на работу старались ходить каждый день в разной одежде, чтобы никто невзначай не подумал, что они ночевали не у себя дома. Так же, как и сожительство, близкие отношения между парнем и девушкой до свадьбы не одобрялись. До вступления в брак молодые люди могли лишь целомудренно держаться за руки, гуляя в парке, или танцевать с соблюдением определенной дистанции. Тех, кто нарушал негласный запрет, сопровождали косые взгляды и всеобщее осуждение. Целующиеся прилюдно парочки вызывали возмущение у проходящих мимо людей. Многие наверняка помнят кадр из фильма «Москва слезам не верит», когда молодых людей, которые обнимались на улице, прохожие строго одергивали и заставляли прекратить безобразие. Внимание к моральному облику граждан в СССР было огромным, и демонстрация чувств на публику считалась аморальной. Что и говорить про это, когда неожиданная беременность старшеклассницы оборачивалась скандалом на все учебное заведение, а провинившуюся барышню выкидывали из школы, принуждая уходить в ПТУ. Развод тоже считался аморальным делом. В СССР разводились реже, чем сейчас. Вовсе не от того, что пары жили в мире и согласии, а потому что это позволялось далеко не всем. Кроме того, находиться в статусе разведенки для женщины и вовсе было позорно. А вот мужчины от этого страдали в меньшей степени. Безусловно, и в Советском Союзе были исключения, особенно в среде элиты. Артистки, балерины и певицы выходили замуж по несколько раз, жили вне брака и тому подобное. Да, их осуждали тоже, но не так остро, как обычных советских женщин. Тут, кстати, налицо классовое неравенство. Типа она же артистка, творческая личность, ей позволительно. В Советском Союзе большинство девушек выходили замуж раньше, чем сейчас, примерно в 20 лет.
И после вступления в брак они старались не затягивать и с детьми. В противном случае таких женщин называли старородящими. Тех девушек, кто не торопился стать матерью, часто обсуждали за глаза, приписывая им всевозможные проблемы со здоровьем и угрожая, что потом появятся неполноценные дети. Тогда никто не задумывался о том, что у женщин в приоритете могут быть совершенно другие дела и заботы. Хуже всего было, если женщина связывала свою жизнь с иностранцем, да еще и рожала от него, проживая по-прежнему в СССР. Многие старались уехать, но не всегда это получалось. И приходилось испытывать колоссальное давление общества. С одной стороны, это объяснялось тем, что государство изначально воспитывало в своих гражданах патриотизм. Потому тех, кто осмелился влюбиться в иностранца, называли чуть ли не предательницами Родины. Здесь речь шла уже не просто об осуждении обществом, а об уголовном сроке. Многим советским девушкам казалось, что иностранцы, судя по немногочисленным западным фильмам, красивы, хорошо образованы, со вкусом одеты и при деньгах. А вот чиновники сообщали совсем другое, что это нищие, маргиналы, бездельники, и о связи с ними не могло быть и речи. А если кого и замечали в этом, то устраивали слежку КГБ. Все иностранцы были под подозрением. Это сейчас мы можем слушать то, что хотим, а в советское время, не считая перестроечное, конечно, слушать рок-музыку не позволялось. Хиппи и рок считались культурой бунтовщиков и анархистов, а это в Советском Союзе не приветствовалось. В Комитете госбезопасности были убеждены, что рок-музыка оказывает на умы молодежи плохое влияние, разлагая их. Удивительно, но популярные западные рок-группы в СССР запрещались, в продаже их пластинки было не найти. А уж если ты поставил на дискотеке медленный танец в исполнении Scorpions, то мог получить море неприятностей. Про отечественные рок-группы тоже речи не было. Да, тайком слушали ДДТ, Машину времени, Аквариум, Наутилус Помпилус, Дилижанс, Браво, но в открытую они не выступали. Ведь почему в конце 80-х и в 90-е случился музыкальный бум? Потому что все это стали разрешать. А до этих времен отечественным рок-музыкантам приходилось довольствоваться самиздатом и квартирами, переделанными в подобие студий. Однако и тут милиция не дремала, регулярно разгоняла сборища, изымались нелегальные пластинки, а музыканты и вовсе получали выговоры и даже реальные сроки. К атрибутам непозволительной культуры относились и жвачки. Многие считали, что до начала 90-х жевательной резинки как таковой вовсе не было, а вот и нет. Она была, просто подвергалась в СССР идеологическим гонениям. Вот так. Человек с жвачкой во рту не соответствовал высокоморальному образу гражданина СССР. Ведь это же был американский продукт, олицетворявший вульгарность и разложение общества. Жвачка, джинсы, западная музыка и прически в стиле хиппи – нет, такого нормальная советская женщина себе позволять не должна. Многие считают, что в русской культуре татуировки всегда находились под табу, особенно для женского пола. Но на самом деле не всегда так было. Например, в царской России многие аристократы делали себе тематические рисунки на теле. Первая студия тату появилась не где-нибудь, а в Петербурге. Правда, тогда слова «тату» не было, назывались они просто нательными рисунками. А вот в СССР татуированные граждане оказались под запретом. Сначала их стали относить к буржуям, а потом уж совсем к уголовникам. Да, тату тогда, как правило, делали в тюрьмах и лагерях. Некоторые специально выбивали что-то антисоветское. Правда, получали за это суровое наказание. А в сталинские времена даже назначали медицинское удаление картинок или за это просто расстреливали. Разумеется, для женщин все это было под строгим запретом. Пирсинг в Союзе тоже не приветствовался. Конечно, серьги в ушах женщинам носить никто не запрещал. Но вот несколько дырочек, прокол языка, носа или губы были верхом нахальства. На такое почти никто из девушек не решался. В общем, советские женщины не должны были подражать дьявольскому Западу, копируя всю эту ересь. Настоящая советская женщина обязательно должна была быть хозяйственной. Им не прощались невкусные котлетки, неухоженные мужья и беспорядок в квартире. Да, в СССР было равноправие женщин и мужчин, а также активно развивался общепит, чтобы освободить дам от времяпровождения у плиты. Тем не менее, считалось, что домашний обед гораздо вкуснее столовского. При этом уважающая себя дама должна была быть не содержанкой, сидящей на шее мужа. На самом деле домохозяек в СССР было мало. Все шли работать, ведь закон о тунеядстве никто не отменял. Матери с детства учили дочерей готовить вкусную еду, убирать дом, стирать и гладить. В школе все девочки в обязательном порядке ходили на уроки домоводства, как еще их называли, труд.
В стране было мало качественной и красивой одежды, что вынуждало женщин самостоятельно шить наряды для себя и своей семьи. При этом все домашние дела женщина должна была успевать сделать после работы и в выходные. Тогда ведь домашнее хозяйство было намного труднее, чем сейчас. Не было никаких стиралок, мультиварок и роботов-пылесосов. Приготовить что-то вкусненькое тоже было сложной задачей. Набор продуктов в СССР был весьма ограниченным. Многие женщины трудились еще и на огородах, чтобы к обеду были огурчики и помидорка, да картошечка своя, которая вкуснее магазинной. Сколько же банок на зиму закатывали наши мамы и бабушки, прятали в подвалы и погреба, чтобы было что положить на стол зимой. Их много раз промывали, стерилизовали, только потом закатывали. Эта традиция была обязательной, чтобы не прослыть нерадивой хозяйкой. Стиральные машины, если они и были, то доставались по знакомству через третьих лиц. Никаких автоматов, нужно было прокрутить белье в машинке, потом вручную полоскать. А у многих и такой радости не было. Стирали на всю семью руками. Когда рождались дети, стирки становилось во много раз больше. Еще женщины каждую рубашечку и пеленочку проглаживали, чтобы никакой заразы не пристало. Крахмалили простыни, наволочки, пододеяльники, фартуки и воротнички для школьной формы. И все это делали в выходные или после 8-часовой смены на заводе или фабрике. А не делаешь — клеймо, что ты нерадивая хозяйка, грязнуля и неряха. Эта обязаловка отнимала у советских дам почти все свободное время, которое можно было бы посвятить детям и мужу. И через 2-3 года семейной жизни становились молодые и красивые советские женщины стиралками и посудомойками. Самое счастливое время для них было, когда наступали редкие моменты отдыха. Все-таки нет худа без добра. Без всех этих устоев и традиций не было бы счастья, наверное. Люди учились дорожить тем, что у них было, не разбрасываясь на журавля в небе. Конечно, сейчас нам сложно и смешно представить ситуацию, когда не дают слушать рок-музыку, жевать жвачку и одевать мини-юбки, а за объятия на улице чуть ли не к черту посылают. Ну вот, такое было. И ничего, жили же, и вспоминают эти времена с ностальгией, говоря: а вот сейчас уже не то, сейчас намного хуже. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.